Приветствую вас, итак помчались. Уважаемые дамы и господа, пришло время заглянуть в темные углы прошлого и настоящего Владимира Путина, который узурпировал с бандой головорезов власть в стране, невероятно прекрасной, потрясающе богатой и достойной быть самой процветающей инновационной державой в мире, которую будут любить и уважать, а не бояться и презирать. То, что сегодня творится, Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Забрались за облака. Вы убийца? Нет. 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 стало возможным благодаря Компартии Советского Союза, которые стояли у его руля. А когда корабль под названием СССР пошел ко дну, первые вместе с крысами его покинули, бросив всех оставшихся на произвол судьбы, и то, что судьба уготовила нам всем, мы увидим в этом фильме. Также попытаюсь показать вам всю ошибочность и тупиковость путинского пути, цену, которую нации платят за узурпирующих власть подлецов, и ту порочную и продажную шваль, которая за деньги оправдывает преступления, совершаемые узурпаторами, к коим относятся продажная шкура из числа деятелей искусства, профессура, пропаганда и других социальных групп. Вступление. Кто начал злом для прочности итога, все снова призывает зло в подмогу. Из шекспировской пьесы «Макбет». Также всегда помните одно, когда слушаете, что Путин говорит, давая интервью журналистам. Он никогда не берет на себя ответственность за преступления, совершаемые его группировкой. Юлит, передергивает, манипулирует фактами и преподносит их в свете, будто выгоды и целесообразности для него в случившемся нету. Лукашенко делает то же самое. 27 февраля 2019 года в Конгресс США был внесен законопроект, который дает полномочия и поручения американской разведке собирать и контролировать данные о личных финансовых активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения, чтобы выявить все серые схемы финансовых потоков и людей, которые служат для него личными кошельками. Авторы этого исторического законопроекта, члены Палаты представителей Вал Демингс и Элис Стефаник, отмечают, что нынешнее российское руководство использует незаконное обогащение и коррупцию для удержания своей власти и ослабления других демократических режимов с целью самосохранения. Поэтому наилучший способ провести наступление на власть Путина и его сторонников – проследить за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые финансируют их операции, заявила Демингс. Этот документ поручает американской разведке не только следить за незаконными источниками обогащения российского президента, но и выяснить, кто и как из олигархов облегчают ему коррупционные практики. Законопроект был одобрен Палатой представителей. Издание «Радио Свобода» собрало из открытых источников лишь несколько схем обогащения правящей верхушки России, подтверждая вывод о незаконности происхождения немыслимых богатств Путина и его ближайшего окружения, а также то, как, утаивая от граждан поступающие в страну финансовые средства, распределялись по офшорам и другим коррумпированным правительствам разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Золотое дно. В марте 2019 года проект «Полиграф», собрав все, что известно о состоянии Путина, напомнил, что согласно официальной декларации, кремлевский завсегдатай зарабатывает в год в среднем $112 тысяч, а на его 13 банковских счетах в 2018 году находилось всего $250 000, то есть каких-то там 263 тысячи. При этом на руке его пресс-секретаря Пескова, называвшего русофобскими потугами попытки разобраться в источниках незаконных доходов его шефа, отсчитывают время часики за $2/3 миллиона, то есть каких-то там 600 тысяч.
Возможно, пролить свет на происхождение колоссальных состояний российских преступников во власти поможет разворачивающееся дело об отмывании российских денег в Данский банк, самого крупного отмывания денег в истории. Обвинения связаны с переводами на сумму около четверти триллиона евро, которые прошли через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год. Менеджер банка Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию, рассказал, что крупнейшим бизнесом его филиала было превращение российских рублей с сомнительным происхождением в доллары. Клиенты ежедневно продавали рубли и приобретали американскую валюту, а банк не проверял происхождение этих денег. Через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 миллионов долларов. Люди, управляющие компаниями, пустышками, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России. Он начал изучать клиентов банка и обнаружил, что операции проводят подставные компании, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне. В этой схеме по отмыванию денег участвовал двоюродный брат президента России Игорь Путин. Уилкинсон также предполагает, что к операциям причастна ФСБ. Еще в давно минувшем 2007 году Станислав Белковский оценивал богатство Путина в 40 миллиардов долларов. По его оценке, Путин тайно контролировал 37% акций Сургутнефтегаза, 4,5% акций Газпрома и по меньшей мере 75% компании Геннадия Тимченко Gun-War. Последний слог очень характерен. Историческая справка. Компания Gun-War, международная энергетическая группа, один из крупнейших энергетических трейдеров по объему продаж. Компания зарегистрирована на Кипре, ведет деятельность через основные офисы, расположенные в Женеве, Нассау, Сингапуре и Дубае. Представительство компании есть в Боготе, Колумбия, Буэнос-Айресе и Аргентина, запомним это обстоятельство, и 75% компаний, принадлежащей Путину. Расследование ЦРУ, на которое ссылалась Times, подтверждало этот вывод. В 2012 году Белковский предположил, что богатство Путина выросло до 70 миллиардов долларов. В этом же году Борис Немцов, казненный позже у стен Кремля, опубликовал доклад «Жизнь раба на галерах», в котором утверждалось, что Путин владеет 20 дворцами и виллами, 43 самолетами, различными яхтами и дорогой коллекцией наручных часов. В 2017 году Уильям Браудер на слушаниях в Комитете Сената США заявил, что Путин является самым богатым человеком в мире с состоянием в 200 миллиардов долларов. Ныне Станислав Белковский, подчеркивая, что его предыдущие заявления были экспертными оценками без твердых документальных доказательств, считает, что на сегодня порядок величины состояния Путина около 120 миллиардов евро. В 2014 году председатель Фонда по правам человека Гарри Каспаров заявил, что состояние Путина хитроумно спрятано за границей и добраться до него крайне сложно. Судившийся с «Газпромом» бизнесмен Максим Фрейдзон в 2015 году выступил с разоблачением Путина, который, вступив в союз с преступными группировками в начале 90-х годов, начал тогда формировать свой первый преступный капитал. Дорога в бандиты и первые взятки. В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации, где связующим звеном в этом союзе был Путин, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе. В цикле интервью для Радио Свободы Максим Фрейдзон рассказал о том, как услужливый приблотненный гипист Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных проектах. Преступники получали от Путина городское прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, лицензии и, естественно, городские власти оказывали помощь в случае ареста кого-то из преступников. Фрейдзон говорит, что дважды давал взятки Путину. По его словам, будущий президент России получил сумму, равную 20 тысячам долларов, что является ничем по сравнению с нынешними его доходами. Порты, деньги, кокаин, белые снега из Южной Америки. Максим Фрейдзон рассказывает о том, как Путин отдал героям бандитского Петербурга порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской базы, где не было таможни и вообще какого-либо контроля. Пошел поток контрабанды, в том числе и тяжелых наркотиков, в частности кокаина. Здесь мы вспомним,
компанию Гумвор, Тимченко и 73% акций, принадлежащих Путину, а главное представительство компании в богате Колумбии. Колумбийский наркокартель Кали с стоящими на тот момент во главе Хильберто Родригесом, Хосе Мигелем и Хосе Санта-Крус, ныне отбывающие пожизненные сроки в США, не без участия Владимира Путина нашли выход на российский рынок тяжелых наркотиков с доставкой через порты Санкт-Петербурга. Начиналось с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке советских без дела простаивающих в порту подводных лодок, которые можно было оформить как судно для океанографических исследований, что в будущем и было сделано. Это были лишь первые шаги, но позднее с приходом Путина к власти трафик кокаина принял беспрецедентные размахи, что и способствовало известному на весь мир кокаиновому скандалу в посольстве России в Аргентине. Опять вспоминаем Гунвор, Тимченко, 73% компании, принадлежащей Путину, а главное представительство компании в Буэнос-Айресе, Аргентина. Есть данные, что УБН, Агентство по борьбе с наркотиками США, имеет на руках огромный объем информации о сотрудничестве с различными наркокартелями Латинской Америки людей, имеющих тесные связи с российским режимом. Отмывание денег, испачканных кокаином. Удобный способ очистки больших объемов криминальных наркоденег – экспорт нефтепродуктов. В 90-е годы Максим Фрейдзон и его деловой партнер Дмитрий Скигин занимались нефтебизнесом в России, и на их глазах проходили операции, благодаря которым рождались состояния как петербургских бандитов, так и работавших с ними Путина и чиновников мэрии. Фрейдзон отмечает, что схемы, по которым в Петербурге в 90-х отмывались кокаиновые деньги, принципиально не изменились и сегодня. Судя по расследованию отмывания денег в Данский банк, деньги вносятся в банк через покупку валюты и отправляются в мифическую офшорную контору, а оттуда поступают на счет фирмы «Однодневки», находящейся на территории России, за оборудование или сырье, которого в реальности не существует. В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства и банков валюты не было, а у трудящихся на руках наличных долларов было много. Настолько много, что в какой-то момент доллар стал практически официальным расчетным средством на территории России. В магазинах платили долларами, цены указывались в УЕ. Таким образом, любые доставленные в страну доллары становились легальным платежным средством просто по факту нахождения на территории России. Откуда бралось столько долларовой наличности для нужд населения? Непонятно, ведь доллары – продукты импортные, производятся они в США и подлежат учету и контролю. Избыток неучтенных финансовых средств во всем мире ассоциируется с наркомафией. Наркомафия заинтересована в легализации преступных доходов путем их прокрутки через торговлю, строительство и разработку недров, в основном в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией при прямом кураторстве Путина, порт Ломоносов, сложились изначально добрые и рабочие. В схеме были задействованы Виктор Иванов от ФСБ, Николай Аулов от РУБОП, Кумарин от коллектива авторитетных бизнесменов и Путин, обеспечивавший прикрытие и всяческое содействие со стороны городских властей. Поначалу эта слаженная команда занималась транзитом кокаина через Ломоносовский порт, а в дальнейшем переключилась на продвижение продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег колумбийских партнеров. Обслуживание колумбийских наркоденег, кроме прибыли непосредственно за отмыв, дало возможность беспрецедентного кредитования преступных проектов практически в неограниченных объемах. Как похвастался Дима Скигин, с деньгами проблем нет, сколько надо, столько и возьму, вспоминает Фрейдзон. Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных денег челноками. Был у меня знакомый, который в те времена раз в неделю летал в Европу забирать деньги для нужд обналички. У него было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч американских долларов, 30 пачек по 10 тысяч. Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в наличные или безналичные, а также бартерные серые схемы. Для этих услуг нужны были объемы наличных средств на Западе. Колумбийские партнеры, в свою очередь, это обеспечивали. Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в очищенном виде.
Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который контролировал все тот же коллектив под патронажем Путина, участие в проектах по реконструкции недвижимости, фирмы-пустышки, липовые бартерные сделки и так далее, рассказывает бизнесмен. Банки, деньги, кошельки. Возможности по легализации любых объемов денег при наличии дружественного западного банка, как мы можем видеть на примере Danske Bank, практически безграничны. В 1991 году добрый знакомый Владимира Путина Матиас Варник открыл в Петербурге филиал Дрезднер Банк. Дружба Варнига и Путина – вещь известная, говорят, они познакомились еще в Германии. Путин помог Варнигу открыть филиал Дрезднер Банк и обеспечил его вполне солидной и проверенной клиентурой. Варник и Дрезднер Банк вполне по-дружески помогали Путину. Например, в 1993 году попавшей в аварию жене Путина Людмиле была сделана операция в Германии, оплаченная Дрезднер Банком. Также банк оплачивал учебу дочерей Путина в гамбургской школе, а их отцу поездки в этот город для дружеских встреч с местными предпринимателями, утверждает Максим Фрейдзон в интервью «Радио Свобода». Инспектором управления международных операций Дрезднер Банк в тот период продуктивно трудился Андрей Круглов, новый заместитель министра финансов России. Другим дружественным коллективу банком был Инкомбанк, ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. Инкомбанк отмывал деньги через Bank of New York. На колумбийском направлении все было организовано грамотно. Завоз продукта через Ломоносов, а чуть позднее и через компанию GFC Шабтая Калмановича. Для справки, в феврале 2000 года Шабтай Калманович сопровождал Анатолия Собчака в его последней поездке в город Светлогорск. Калманович был первым, кто обнаружил тело Собчака в номере гостиницы «Русь». Случайность ли это или намеренный приход для определенных целей, остается почти загадкой. 2 ноября 2009 года Шабтай Калманович был убит в центре Москвы. Киллеры выпустили в него несколько очередей из автоматического оружия по Мерседесу Калмановича. От полученных ранений бизнесмен скончался на месте. Следствие считает его убийство заказным. Заказчик не установлен, а в смерти Собчака, которого обнаружил Калманович, негласно обвиняли Володю Путина. В убийстве Шабтая Калмановича, как, впрочем, и Бориса Немцова, реальный заказчик неизвестен. Возвращаемся. Поставка наличных денег также осуществлялась через другие мутные схемы с последующей прокруткой через мелкие банки и биржу. Предоставление серых услуг по переводу денег за рубеж с получением наличных в руки и безналичных на счет. Вывод уже легализованных в России средств через экспорт нефтепродуктов, участие в проектах по недвижимости с последующей продажей долей западным покупателям, инвестирование в захват крупных объектов с последующей продажей на Западе. Примером может служить морской порт, который был захвачен через компанию Абиб и продан через лихтенштейновскую компанию Nasdor Incorporated и так далее. И, конечно, дружественные банковские операции, об объемах которых мы можем судить по нынешней истории с Danske Bank, объясняет Фрейдзон и предполагает, что Путин со товарищи неплохо обогатились на отмывании наркоденег в 90-е, а с приходом к власти вывели этот сервис на государственный уровень. Для справки. Схема наркозакладок, которая сейчас практикуется в России и не только, давно используется одним из специально созданных комитетов ФСБ, а также ими контролируется. Ничего нового в этой схеме нет, она давно была изобретена и действует по сей день. Вспомните скандал 2006 года с передатчиком, работающим по Wi-Fi, спрятанным британскими агентами внутри искусственного камня, который установили в одном из московских скверов, чтобы передавать секретные данные. По сути, та же система закладок, которая стоит на вооружении службы ФСБ и сегодня. Возвращаемся. Также есть информация, что по просьбе Путина Трамп пролоббировал 19 января 2017 года экстрадицию мексиканского наркодельца Эль Чапо Хокин Гусман Лоэра в США за день до инаугурации. Это был щедрый и знаковый подарок от Дони Вове. Сделано для того, чтобы убрать могущественного и серьезного конкурента на рынке наркотиков, в основном кокаина, в Латинской Америке, в частности Колумбии. Сколько Дони за это перечислили, можно только догадываться. А господин Патрушев неоднократно летал в Таиланд и страны Азии налаживать трафик синтетических наркотиков, таких как амфетамин и другие,
в основном поставляющихся в страны ЕС. Наркотики, нефть, газ, дорогое топливо на внутреннем рынке, редкоземельные металлы, древесина и другие полезные ископаемые – это единственный интерес, который есть у путинского огосударственного наркокартеля. Вся остальная работа только имитируется. Учитывая современный интерес к путинским капиталам, высказанный в американском конгрессе, можно сказать, что часть из них – это просто отмывание колумбийских кокаиновых денег через разнообразные проекты. Строительство объектов за рубежом, гуманитарную помощь, оплату несуществующего экспорта и импорта, банковские схемы и так далее. Похоже, что на Западе все-таки приходят к пониманию, что все компании, которые сегодня успешны в России, это отростки путинского режима, потому что других успешных бизнесменов, честно построивших свой бизнес в стране, под управлением этой группировки просто не может быть. Следовательно, разумно держаться от них подальше, чтобы не попасть в какую-нибудь грязную историю, поэтому многие инвесторы давно ушли с российского рынка, опасаясь токсичности от работы с путинской наркомафией. Необходимо, чтобы люди поняли простую истину. Страны будут развиваться только в том случае, если ими не будут управлять безумцы, которые сначала узурпируют власть, а потом сходят с ума и превращаются в деспотов, маньяков, тиранов, наркоманов, убийц и диктаторов. Что и произошло с двумя политическими отщепенцами, напрочь спятившими Путиным и Лукашенко. Для устойчивого развития социума власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. И побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Только в этом случае в репрессиях, преступлениях, убийствах, геноциде, подавлении свобод, пропаганде не будет необходимости, так как представитель государства является лицом сменяемым. Благодарю за внимание, всего вам доброго. Поделитесь этим видео, приложите свою руку к улучшению этого мира и спасению себя и будущих поколений от безумства и террора спятивших болванов, коими являются все эти изгои. До встречи!